Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим основные события, что происходит, как это влияет на рынки и что нам ожидать. Мелькали новости о том, что вроде как руководство Саудовской Аравии выходило на Трампа, или Трамп на руководство Саудовской Аравии с идеей расквитаться с Россией по поводу нефти и так называемой нефтяной войны. Детально, если в этом вопросе начать разбираться, оказывается, что все гораздо банальнее. Американцы с саудитами хотели создать новый нефтяной картель. И американцы, и Саудовская Аравия – это государства, которые лидеры по производству нефти. И они просто хотели договориться для того, чтобы взаимно регулировать добычу и чтобы удержать цены на нефть не ниже $23 за баррель. Потому что $23 за баррель – это цена, которая летальна для сланцевой отрасли США. И по сути вся эта круговерть, переговоры американцев с саудитами, она именно к этому и сводилась. К тому, чтобы создать аналог ОПЕК, но уже в которой будет две страны. Это США и Саудовская Аравия. Насколько я понимаю, на этот счет пока у них переговоры не завершились, но направление стратегические они выбрали правильное. Так, вышел отчет Международного энергетического агентства по поводу того, что происходит со спросом и потреблением нефти в связи с текущей ситуацией из-за заразы китайской. Но здесь есть очень важная информация, которая оказывает влияние на рынок нефти, что ожидается падение спроса мирового на 1,1 миллионов баррелей, но это в пределах там чуть больше 1%. Такая ситуация, она впервые с 2009 года, падение спроса на нефть. В первом квартале в наибольшей степени упал спрос со стороны Китая. И все это в совокупности в первом квартале значительно просадило общемировой спрос на нефть аж на 2,5 миллиона баррелей в сутки. На текущий момент ожидается, что спрос на нефть восстановится только во втором полугодии 2020 года. Но помните, там был график, который я как-то публиковал, тоже это агентство, оно его выдавало еще в 2019 году, что они прогнозировали первые два квартала, первое полугодие 2020 года падение спроса на нефть и потом во второй половине года восстановление спроса на текущие значения. Исходя из этой динамики, скорее всего, цены на нефть будут низкими до второй половины 2020 года. Там туда-сюда, скорее всего, до осени получается текущего года цены на нефть будут либо низкие, либо они будут, может быть, краткосрочно отскакивать вверх и потом падать все равно к текущим значениям, которые находятся в диапазоне $27-35 за баррель по Бренту. Спрос упал, при этом на 500 000 баррелей в сутки упала поставка производства нефти из Ливии. Ожидается, что мировой уровень переработки нефти в 2020 году упадет ниже, чем был в 2017 году. Но и в связи с этой ситуацией забиты все плавучие хранилища нефти и наблюдается значительный рост стоимости фрахта нефтяных судов, танкеров. На фоне этих событий Китай, он крупнейший бенефициар роста потребления нефти, то есть прирост 80% от прироста мирового потребления нефти ежегодного приходился на Китай. Сейчас со всей этой ситуацией, с тем, что Китай остановился, прогнозируется, что рост будет меньше на 0,5%, средний мировой рост ВВП, и составит 2-4%. Но это говорит об охлаждении сильном мировой экономики. И сейчас сводится к тому, насколько быстро придет в себя Китай после этой остановки из-за заразы. И как только он в себя придет и начнет потреблять надлежащее количество нефти, будет и восстановление на уровне, которые были в начале года потребления нефти. И как следствие произойдет корреляция добычи с ценами на нефть. То есть из-за того, что восстановится спрос
даже при текущей добыче цена на нефть начнет расти, потому что увеличивается спрос, и мы увидим баланс на рынке нефти и, возможно, устойчивый рост цен на нефть во второй половине года, в более 35-45 долларов за баррель по Бренту. Но это мои расчеты, мои прикидки, здесь такой информации по ценам нету. То есть здесь закладывают, что будет восстановление Китая, и как следствие во второй половине года придет спрос на нефть на те значения, которые были на начало года до всей этой ситуации. Но в целом по году будет снижение спроса на нефть и того, как результат всей этой ситуации с остановкой Китая и Европы и сейчас США. И поэтому, конечно, по итогам года мы увидим провал по нефти все равно. Ну и такой график касательно спроса на нефть, динамики его изменения, исторические данные, тренд и прогноз. То есть, как мы видим, 2020 год по-любому будет провал. Ну а дальше, соответственно, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В зависимости от того, как будет себя чувствовать мировая экономика, это раз. И во-вторых, насколько эффективно и быстро пойдет смена технологического уклада и переход на так называемые зеленые источники энергии. Но текущая ситуация в связи с падением цен на нефть, она вызывает беспокойство в плане реализации программы по переходу на зеленые технологии. И в связи с этим уже поступают предложения о том, чтобы правительства Европы, Соединенных Штатов, других развитых стран надлежащим образом скорректировали дотации, которые выделяются, предоставляются различным предприятиям для компенсации затрат на топливо, послабления по различным акцизным налогам. В частности, в той же Европе дизель и бензин дорогие из-за того, что очень большая налоговая составляющая. Сейчас поступает масса предложений, чтобы таким образом отрегулировать, чтобы все равно использование новых технологий, зеленых технологий, оно было более выгодно, нежели использование нефти и все, что связано с сжиганием полезных ископаемых. Ну и в общем-то, то, что касается развития альтернативных источников энергетики, зеленой энергетики, то, что в 2019 году был рекордный прирост на 19% мощности, которая вырабатывается с помощью ветряков, так называемых, которые червяков из земли выгоняют, по мнению глав государств. И в 2020 году планируется тоже будет существенный прирост, порядка 20%, несмотря на кризисные явления и несмотря на то, что цены на нефть упали, все равно прогнозируется, что вырабатывая мощность, она вырастет еще больше в 2020 году, и в общем-то все больше и больше будет использоваться зеленая энергетика и будет отход от традиционных источников энергии, связанных с сжиганием полезных ископаемых. То есть этот процесс, он непреодолимо движется, и все равно различные послабления принимаются, которые позволяют предприятиям воспользоваться зеленой энергетикой, и, соответственно, создаются невыгодные условия для тех источников энергии, которые связаны с сжиганием. Ну а развитие этих технологий, они будут увеличивать спрос на никель, на палладий, которые активно нужны для того, чтобы создавать это оборудование и инфраструктуру. Ну и комплементарно с ветровой энергетикой идет солнечная энергетика. Имеется такой прогноз от мировых институтов по поводу того, что будет падать себестоимость затрат на выработку солнечной электроэнергетики, потому что они, как правило, в связке используются: солнечные батареи, ветряк и некий аккумулятор, который собирает энергию. А вопрос, что будет являться аккумулятором? Это литиевая батарея или это баллон с водородом? То есть вырабатываемая энергия, она тратится на электролиз воды, получение водорода, и водород складируется и в дальнейшем используется как источник энергии. Ну и крупнейшая нефтяная компания норвежская Equinor выходит на рынок плавучих солнечных электростанций. То есть нефтяная компания норвежская уже начинает постепенно
перепрофилироваться на получение солнечной энергии, электрической энергии из Солнца. Так, ну и тем временем, в связи вот с этой ситуацией из-за заразы китайской, в США новая проблема вырисовывается. Она связана с ипотечными ценными бумагами. То, с чем боролись в 2008 году, на это сейчас, судя по всему, напорится вновь. Ну, здесь на это есть весомые основания. Это связано с тем, что был рост цен на недвижимость, выдавались ипотечные кредиты очень активно. Сейчас пошел провал, и в связи с этим провалом может, в общем-то, повториться нахлестом то, что было в 2008 году, из-за того, что рынок начинает проседать недвижимости. Ну и вот, в общем-то, дополнительное исследование этого вопроса, что, по сути, рынок ипотеки Соединенных Штатов может бомбануть почище, чем в 2008-2009 году. Ну и вот со всей этой ситуацией, которая развивается в США и в мире с китайской заразой, уже построили зависимость, то есть как будет прогрессировать зараза и какая динамика будет по рынкам в зависимости от развития ситуации. Ну вот американские умы волнуются, что вот выделяемые деньги, они, в общем-то, в конечном счете будут потрачены на то, что усилится влияние власти, то есть власть станет более сильной, менее контролируемой гражданским обществом. И здесь как бы вот у американцев, у прогрессивной общественности масса беспокойства текущая ситуация провоцирует. То есть вот уже как бы идут рассуждения, вот там они выделяют эти деньги, куда эти деньги в итоге на самом деле пойдут. Ну, как говорил Рональд Рейган, правительство это не решение, правительство это проблема. То есть он подразумевал, что власть она должна создавать прозрачные правила, а не всюду вмешиваться и постоянно что-то менять и навязывать какие-то новые непонятные и нерациональные правила. Вот американский ФЕД продолжает активно выкупать долговые бумаги, однако рынки особо расти от этого не начинают. Это говорит о том, что просто ликвидностью подзаливают имеющиеся проблемы. Пока эта ситуация удерживает, но дальше вопрос большой, насколько она будет удерживаться, хотя бы в таком состоянии. Ну и как только вот эти деньги, которые подливаются, они выйдут на рынок, то есть, ну, как бы схлопнется, разорвется этот пузырь, который накачивается, то вполне как бы естественно мы будем наблюдать гиперинфляцию. А гиперинфляция в США, она чревата тем, что она экспортируется в другие страны через доллар. И, соответственно, это просто может разорвать мировую финансовую систему в клочья. Уже как бы отголосок этого, показатель того, что сценарий такой приближается, это то, что значительный спред и разрыв между фьючерсами на золото и физическим золотом. То есть физическое золото его сложнее и сложнее найти. Как бы это говорит, что идет ожидание развития сценария гиперинфляционного. Ну и все-таки вот ожидается, что в течение ближайших 3 месяцев будет дальнейшее обесценение активов частных инвесторов и фондов. То есть такой вот не очень позитивный прогноз. Это касательно покупки по текущим ценам акций. Но уже сейчас наблюдаются отрицательные ставки по федеральным бумагам казначейским, там, по-моему, по пятилеткам и так далее. То есть это показатель того, что кризисные явления, они продолжают развиваться. Но мне вот очень понравилось, там интервью было у Bloomberg, когда ну, как бы там общались с каким-то американским экспертом, спросили, ну как вот вы прогнозируете, что там во втором квартале будет падение ВВП США на 20-30%. Он говорит, ну как? Мы, говорит, взяли, как в Китае это все происходило, что они на месяц останавливались, перемножили на наши коэффициентики и получили, что вот у нас тоже на 20-30% будет обвал ВВП. Ну то есть как бы все очень поверхностно делается, особо в суть не вникает, просто какие-то цифры показывают и все, и на этом вопрос типа закрывается. Так, ну сейчас как бы на фоне вот этой остановки в США, там введение карантина и так далее, ожидается, что
вот прямо уже в ближайшее время 2,5 миллиона новых безработных. Введение вот такого карантина, как сейчас американские власти ввели, это для США просто чудовищно. Потому что США полностью переориентирована экономика на оказание услуг, и введение малейших каких-то ограничений, там карантинов, закрытие кафе, там всех вот этих самых публичных мест, оно просто может чудовищным образом ударить по экономике США. И на самом деле эта цифра, она еще достаточно маленькая. То есть я думаю, там всплеск будет ой-ой-ой какой. Ну, что мы в ближайшее время, скорее всего, и будем наблюдать. Ну и разумеется, тут никакого злорадства нет. И экономика США, если она будет плохо себя чувствовать, отразится негативно на всех. Но на фоне этого проблема значительное падение трафика авиаперевозок. То есть это тоже негатив, потому что все завязано. Авиакомпании, они все финансируются лизингом и банками. И здесь как бы тоже ожидать самых серьезных проблем в ближайшее время. Ну и как следствие, то, что глобальная экономика далеко не скоро восстановится. Ну, вполне как бы естественно. Мы даже еще не вошли в кризис, собственно говоря. Ну, падение автопродаж самым негативным образом на Ford повлияло и на других автопроизводителей. Ну и по сути получается, что началась Великая депрессия. То есть то, о чем я говорил, фактически мы сейчас стоим на пороге кризиса не а-ля там 2008, 98 или 87, а это кризис образца 1929 года, когда все вот эти перекусы в экономике вылезли и по максимально жесткому сценарию все начало развиваться. Так, друзья, ну вот меня спрашивают мое мнение по поводу вчерашнего выступления первого лица Российской Федерации. Ну что я могу сказать? Я думаю, что все будет очень нехорошо, потому что по факту, то есть никакие активные меры, с моей точки зрения, которые нужны для разрешения этой ситуации и которые, в общем-то, сняли бы реальный груз с малого бизнеса, среднего бизнеса, с граждан, и все-таки как бы те люди, кто завели вот в эту ситуацию, они бы непосредственно за это отвечали. То есть никаких шагов на этот счет не было предпринято. Получается вот это подвешенное состояние, когда ситуация развивается непонятно как, непонятно куда, с применением каких-то временных и, с моей точки зрения, весьма спорных и неэффективных паллиативных мер. То есть мы, скорее всего, увидим очень динамичное развитие ситуации, негативное. Это будет, насколько я понимаю, где-то после 1 июля. Сейчас еще пока запас прочности имеется в экономике. Но дальше, как бы, судя по тому, что никаких реальных действий и мер для того, чтобы именно решить возникшие проблемы кардинально, они не заявляются и не предпринимаются. Все что-то какие-то, ну, такие действия, они, которые больше, с моей точки зрения, для создания ощущения действия, а не реального решения вопроса. Поэтому, я думаю, с 1 июля мы будем видеть массу негативных эффектов в нашей стране. Ну и как бы мировая экономика, она тоже скатывается в рецессию и депрессию. Ее пытаются заливать ликвидностью, но все равно как бы рано или поздно наступит развязка. Но в России все всегда происходит жестче. И, как правило, скажем так, те шишки, которые другие страны успешно избегают, у нас они ну, на максимальном хардкоре реализуются. Так, ну вот, по поводу работы московской биржи, то есть вот там подписчик написал, ссылочку сбросил, когда я видео готовил, еще этой информации не было. На самом деле, с моей точки зрения, вообще абсолютно никакой необходимости как-то приостанавливать или сокращать работу Мосбиржи на этот период нету. То есть это либо какое-то там политическое заявление для того, чтобы начальству сделать приятно, либо я вообще не понимаю, для чего это делать. То есть биржа там все в электронном виде функционирует, и как бы, ну, ее остановка или приостановка, она вообще здесь не нужна. Просто абсолютно. То есть, ну, я не понимаю, вот зачем это делать. Может быть, конечно, я не понимаю, а может быть, на самом деле я вижу те недостатки, которые они не заявляются. Так, ну и давайте посмотрим, что происходит
на наших бренных площадках. Ну, сегодня достаточно непозитивное начало. Нефть снижается, и Китай с Японией также корректируется. То есть, скорее всего, сегодня мы увидим корректирующее открытие, то есть будет движение вниз на нашей площадке. Ну и как следствие этого будет ослабление рубля к доллару и евро. Спасибо за внимание.